Последние годы исследователи и блогеры обнаружили большое количество фактов планетарной катастрофы XVIII-XIX веков, которая не была отражена в современной истории мира. Те, кто не в теме, сочтут этот материал глупостью, выдумкой, конспирологией, а для тех, кто в теме, он будет обобщающим. Прочитаем отрывок из первой главы романа Генрика Сенкевича «Огнем и мечом. Конец XIX века». Год 1647 был годом особенным, ибо многоразличные знамения в небесах и на земле грозили неведомыми напастями и небывалыми событиями. Тогдашние хронисты сообщают, что весною, выплодившись в невиданном множестве из дикого поля, саранча поела посевы и травы, а летом случилось великое затмение солнца. Вскоре и комета запылала в небесах. Над Варшавой явились в облаках могилы и крест огненный. И люди, знающие, пророчили, что мор поразит страну и погибнет род человеческий. В южных воеводствах реки вообще не сковало льдом, и каждодневно питаемые снегом, тающие с утра, они вышли из берегов и позаливали поймы. Часто шли дожди, степь размокла и сделалась большой лужею. В воеводстве Братславском и Диком поле луга и степь зазеленели уже к середине декабря. Раи на пасеках колотились и гудели, а по дворам мычала скотина, поскольку ход натуры вовсе, казалось, повернул вспять. Иллюстрация кометы, рисунок 1663 года, 17 век. Таких свидетельств о том времени множество. Нам сейчас известно, что в конце 17-го, начале 18 века произошло затопление страны Монгол. Города Монгул, столица страны, и Тартар, культурная столица, буквально провалились под землю. Ныне это территория шельфа Восточно-Сибирского моря. Новосибирские острова, остров Врангеля – это остатки территории страны Монгол. Отсюда пошло выражение «провалиться в тартарары». В дальнейшем союз Тартарии и Монголии, которая не раз покоряла Московию и Европу, стали называть татаро-монголами, которые к этому отношения никакого не имеют. Союз Тартарии и Монголии – это была великая цивилизация, наследие древних могущественных асов. Древняя сибирская Индия супериор, Индия изначальная, главной метрополией была страна Катай. В состав этой цивилизации входили все страны Асии, Тартарии, в том числе и Северная Америка, называвшаяся до 15 века Индией. Разумеется, никто не открывал никакой Северной Америки, Колумбы, все это прекрасно знали, где это находится, просто называлась она тогда Индией, о чем и говорит карта 15 века. Также в это время произошло отделение Камчатки от материка и гибель цивилизации, находившейся на территории нынешних Чукотки и Якутии. Там был вполне сносный климат, незамерзающий северный морской путь, который вновь сегодня осваивается по мере потепления. В широкие реки Лена, Енисей и другие заходили морские суда и транспортировали грузы к пристаням огромных богатых городов с каменными строениями и каменными мостами через широкие глубокие реки. Как мы помним, в те времена Гиперборея или Даария еще существовала, и ныне опустевшая Северная Сибирь тогда была очень насыщенным и заселенным местом. Все это подверглось свертыванию, логическому завершению перезагрузки матрицы через очередной конец света, когда произошло и очередное замораживание территории и бомбардировка его территории то ли метеоритными дождями крупной фракции, ледяными астероидами, то ли оружием массового поражения. Вот описание Марко Поло города Квинзай, столицы великой державы. В 15 днях пути от этого Камбалу на восток, в сторону моря, вы найдете самый большой город в мире. Он называется Кюэнсай, что означает «город небес» из-за его великолепия, потому что кажется, что это рай на земле. Он имеет в окружности 100 итальянских миль, это примерно 100 километров. Как Марко Поло пишет, он был там часто, примерно в 1260 году. Он оставался при дворе великого Чама аж в течение 26 лет. Далее он описывает: город лежит в сладких водах озера и имеет 1200 мостов. Вы можете пересечь весь город с суши. Всегда есть 30 тысяч солдат в гарнизонах в этом городе. Он держит в пределах страны 1 100 000 домохозяйств. Там они потребляют каждый день 43 мешка с перцем, каждый мешок весом 223 килограмма.
То же самое сообщает Адерикус и тоже сообщает Людовико Форлано. Они называют его Кансай. Эти же города есть в географии Добвиля. Кимнская Тартария – это одно из имен, которым называют Катай, который является самым большим государством Тартарии, ибо он сильно населен, полон богатых и красивых городов. Некоторые авторы рассказывали о чудесных городах, самые известные из которых называются Ханчжоу, Сунте и Пекиум. Они докладывают и о других вещах, которые имеются в Королевском дворце. 24 колонны из чистого золота и еще одна самая большая из того же металла с сосновой шишкой из ограненных драгоценных камней. Тартария во всемирной географии Дионисия Петавиуса. Тартария, в давние времена известная как Скифия по имени их первого правителя Скифа, которого сначала называли Магогус, от Магог сын Яфета, потомки которого и заселили эту страну. Называется своими обитателями монголами Тартарии по имени реки Тартар, которая омывает ее большую часть. В этой провинции находится множество прекрасных городов, среди которых столица Камбалу. Это была страна Катай, или Катай ее, как ее обозначают на картах того времени. Культура этой страны и была присвоена Чайной, вернее иезуитами, специально откомандированными в Чайну, своим орденом и воявшими там древнюю историю Чайны. Об этом также есть материалы. На Руси эту страну почему-то называют Китай, наверное, по памяти великой страны Катай. Так вот, почти сразу же после того, как произошел локальный конец света того мира, региона, это около 1700 года, в Чайну были посланы ученые и иезуиты для того, чтобы присвоить историю и культуру, науку и философию погибшей великой цивилизации. На иллюстрации того времени ученый-иезуит Маттео Риччи и чинайский император. Обратите внимание на чинайца, европейская внешность, шапка-ушанка и все такое. В интернете есть множество исследований на эту тему. Есть небезосновательное предположение, что та цивилизация была самой могущественной в мире, основополагающей для всего человечества того времени. Именно оттуда начался апокалипсис, уничтоживший метрополию со всеми находившимися на ней городами и населенными пунктами, смявший ее, поглотивший и перевернувший землю вверх ногами, да так, что отыскать не то чтобы сейчас, а даже и тогда не было бы возможно даже по горячим следам. На многих картах начала XVIII века территория вообще не наносилась на карты по простой причине. Либо туда не было доступа, либо все это находилось под водой. Это карта 1700 года, то есть начало XVIII века. Точка отсчета современной истории. После гибели метрополии начинается передел сфер влияния. Передел мира. Все, кто имел такую возможность, вооруженные силы, деньги, начинают растаскивать и присваивать имущество, и об этих событиях есть очень много информации. Вероятно, катаклизм, уничтоживший метрополию, затронул весь мир, и, скорее всего, это была смена полюсов со всеми вытекающими из недр водами и лившейся с небес глиной. Смена полюсов не происходила одномоментно, возможно, рывками в несколько приемов, каждый из которых отображался в изменениях климата, описанных очевидцами, и других катаклизмах местного и глобального значения. Начало глобальных изменений описано еще в середине 17 века. В начале поста отрывок из романа Сенкевича – это 1647 год. И окончание его заходит аж на начало XVIII века, прорыв Гибралтара, 1707. Затянувшийся апокалипсис проявлял себя с разных сторон. Тут были и метеоритные дожди, по некоторым гипотезам из ледяных астероидов, которые таяли тут же после падения, оставляя огромные воронки и поставляя воду для потопа, который селевым потоком накрыл территорию. Волны потопа могли быть вызваны падением небесных тел особо крупного размера, разрушение Луны, к примеру, а также резким опусканием материковых плит под воду. Факты, подтверждающие теорию, есть. В деталях можно ошибаться, но в любом случае направление исследований верное. Вот территория Нижнеколымского улуса, Якутия. Такая картина характерна для всей территории Колымы и Якутии, озеро на озере, болото. И откуда же все это взялось? Если мы глянем на карту 1590 года,
Тут вполне себе сухо, леса, города, инфраструктура и цивилизация. Если тщательно сравнить карты до и после, взять современную Google карту, то горы, нарисованные на карте до 17 века, вполне угадываются вершинами каменистых холмов, заплывших селем, а ныне это уровень почвы. Нанос грунта может оцениваться глубинами до километра. Потолще этих наносов и покоятся останки некогда великой и могучей державы, которую свернули по окончанию выполнения возложенной на нее миссии. Так сказать, перезагрузили. Кто-то основательно скрыл цивилизацию Тартарии Великой, остатки воинства которой это Пугачев, североамериканские индейцы, но только не краснокожие, а белые люди, жители американской Индии. Далее они уничтожались, добивались уже европейскими переселенцами, якобы в гражданской войне США и Великобритании, и графом Италийским, Суворовым, Рымникским на нашей территории. Да, в Северной Америке и Индии жила и процветала цивилизация белых людей, и она долго и тщательно уничтожалась вплоть до 19 века. А с конца 19-го, начала 20 века в мир выплескиваются километры пленки фильмов про краснокожих индейцев, как коренных основных жителей континента. И как нам сейчас теперь уже известно, последние остатки прошлой цивилизации уничтожались до начала 20 века. Есть такая легенда о 7 золотых городах в Северной Америке. В 1528 году выжившие члены экспедиции Нарваэса к берегам Флориды, включая Кабеса де Вака, вернулись в Новую Испанию с известиями о том, что где-то к северу, по рассказам индейцев, есть 7 городов, полных сказочных сокровищ. Удивительным образом колонна Джорджа Вашингтона в Балтиморе и колонна Трояна в Риме выглядят совершенно одинаково. В 1539 году плененный этими рассказами Франциско Васкес де Коронадо направил на разведку северных земель францисканца Макроса де Ниса, который по возвращении убедил испанцев в существовании 7 городов-символы, расположенных в стране народа Зуни на территории штата Нью-Мехико. Вот еще одно сравнение. Колонна на Вандомской площади в Париже и Александрийская колонна в Санкт-Петербурге. В 1540 году Васкес де Коронадо выдвинулся на поиски 7 городов. Достигнув области индейцев Пуэбло, он услышал от них новое сказание про богатый город Кивира, где правит некий турок. Дойдя с большими трудностями до пункта назначения, где должны были сходиться символы Кивира, было объявлено, что конкистадор не нашел ничего. После этого популярность легенды о 7 городах быстро пошла на убыль. Вероятно, именно тогда было принято решение выдать эти города за новопостроенные европейскими переселенцами. Название города Нью-Йорк созвучно с названием Норунбега. Это один из тех 7 описываемых городов, причем его местоположение точно совпадает с расположением Нью-Йорка. Иллюстрация Уолл-стрит середины 19 века. Триумфальная арка Нью-Йорка. На этих примерах мы видим идентичную архитектуру по всему миру. Каменные идолы европейской наружности и высеченные на камне изображения известных нам богов. Все эти артефакты находятся в свободном доступе, но современным коренным жителям они не интересны. Что еще указывает на тот апокалипсис с конца 17 века? Африка, Аравия на картах еще 15-16 веков – это цветущий край. С конца 17 века и начала 18 пустыня занимает половину континента. То же самое в Средней Азии. Есть версия, что это след волны потопа, прокатившегося по миру, которая так и называется Великий потоп. Как именно из-за прокатившейся волны получилось нанесение такого огромного количества песка, непонятным. Здесь по карте мы видим, как прошла волна, дважды обогнув земной шар. Разумеется, откуда взялось такое количество песка, есть еще много версий. К примеру, в процессе глобального катаклизма из Земли выходили силаны и горели, образуя огромное количество воды и вот этого песка. Также есть версия Земля, гигантский карьер. Песок – это избыточная масса, все остальное оказалось полезными веществами и было вывезено с Земли. Также именно после 17 века Байкал принимает современные вытянутые очертания, до этого имел другую форму.
Регион трясло не по-детски, литосферные плиты ходили ходуном. Японский остров, до этого имевший вполне себе уверенное основание, широкую платформу, тоже ушел под воду, оставив вытянутую в струнку, подобную Байкалу, сушу. Кто и что могло уцелеть на таком острове во время такой трансформации – это вопрос интересный. Есть данные, что до катаклизма в Японии проживали совсем не те люди, что живут сейчас. Нынешние японцы – это смесь белого населения Японии, которая принадлежала всемирной цивилизации, и ассимилировавшегося синантропа, пришедшего с континента. Также в начале XVIII века Каспий принимает современные очертания, а до этого имеет тоже совсем другие формы и объем. Обратите внимание на обилие населенных пунктов и рек на территории современной Средней Азии и Ближнего Востока. Там, где нынче все больше пустыни да голый камень, простиралась цветущая земля. Именно в XVIII веке туда пришло запустынивание, вызванное все тем же апокалипсисом. Белое население было уничтожено, и его заместили уже совсем другие народности. Самарканд, Бухара, Хива и прочие города-державы – все это в одночасье подверглось стремительному запустению. Тоже и в Африке до 17 века на месте современной Сахары города и реки, и в Аравии та же история. Реки, города, их много, а значит есть растительность, в поймах рек и жизнь там кипела и процветала. Все это заканчивается в конце 17 и начале 18 веков. Если мы возьмем еще более старинную каталанскую карту, где и географии-то толком не видно, все больше веселые картинки, то мы увидим, негры там не населяют территорию. Разумеется, берем в расчет, что очень много поддельных карт, которые, во-первых, переписывались, переводились с 18 в 19 и даже в 20 веке, и до сих пор это делается. Но, тем не менее, многие карты из официальных источников, известных издательств, библиотек дают нам определенную картину происходящих событий прошлого. Если взять изображение мамилюков, это обычные русские казаки, которые жили в Африке, а также в Египте, Аравии, на Ближнем Востоке и не весть где. По истории мамилюки захватывают власть в Египте аж в 1250 году, то есть тогда, когда тартарским ханам подчиняется половина мира. Мамилюки-казаки правят в Египте до 1517 года, а затем с 1517 по 1585 годы их власть сменяется правлением властителей Стамбула. Интересны европейские войны 17-18 веков, которые шли за передел власти на территориях, освобожденных от владычества великого хама. Так назывался великий правитель хан по-нашему. Вчерашние вассалы, повсеместные воеводы и управленцы, новоиспеченные самопровозглашенные цари и короли, срочно заказывали себе родословные, уходящие корнями чуть ли не к Адаму с Евой или к римским императорам. Тогда же пишется современная история, какую мы сейчас знаем. Был создан библейский проект с современным христианством, реформы проводились огнем и мечом. Народ, оставшийся в живых, озабочен сугубо выживанием. Ни до какой истории никому тогда дела не было. Ее никто не фиксировал в период катастроф, поэтому сформирована она была аж в XIX веке. Если мы откроем историю тех времен, это сплошные войны, бесконечные, без остановки. Вот такой список ежегодной войны всех против всех. Это был период войн за выживание, за власть на земле. Сегодня у нас оказалось достаточно много фактов, чтобы представить себе картину происходящих событий, начиная с XVIII века. Предыдущая цивилизация была разрушена. После перезагрузки был создан новый мир. Написана история, изменен технологический уклад, созданы религии и многое другое. Но что упускается и что очень интересно, до XVIII века в ходу была магия. Вместе с людьми жили великаны и многочисленные другие разумные существа, которые сегодня живут в фантазийной литературе и сказках. Мамонты и динозавры, гигантская флора и фауна, взаимодействие между параллельными пространствами, космические путешествия. Вероятно, даже сага «Звездные войны» – это лишь отголосок космических войн, в результате которых Земля оказалась в том положении, в котором находится цивилизация сегодня.
Все наши фантазии и чаяния о будущем, о могуществе и магии, о космической империи будущего и, самое главное, страх апокалипсиса, вероятно, являются лишь отголоском памяти давно ушедших времен. А если быть точными, то генетической или духовной памятью все-таки недавних событий прошлого.